В этом видео разберем Хатори, одну из самых необычных космос персонажей в Neverness to Everness. Главная особенность Хатори – ее механика времени. В отличие от большинства персонажей, она не использует обычную систему энергии. Вместо этого у нее есть специальная шкала, которая автоматически заполняется со временем, пока Хатори находится на поле боя. Причем атаки никак не ускоряют этот процесс. Энергия восстанавливается исключительно по таймеру. Более того, шкала продолжает заполняться даже вне боя. Основой ее геймплея составляет механика записи способностей союзников. С помощью навыка Хатори может запомнить скиллы и саппорт скиллы своей команды в течение нескольких секунд. После этого во время ульты она повторяет все записанные действия одновременно, создавая очень мощное бурст окно. Во время ульты Хатори активирует состояние остановки времени, которое буквально замедляет время, пока эффект активен. Она воспроизводит сохраненные способности союзников, переключаясь с зонтика на катану, и сама начинает наносить большое количество урона. Из-за этого ее геймплей сильно отличается от большинства других саб-ДПС персонажей. Больше похожа на бурст ДПС с длинным циклом подготовки. Большая часть ее урона сосредоточена внутри ульты. Поэтому команда обычно строится так, чтобы максимально усилить именно ее бурст-окно. При этом у ее механики есть несколько очень сильных особенностей. Во время остановки времени таймер боя практически останавливается, что делает Хатори особенно полезной в режимах с ограничением по времени. Кроме того, если ее ультимейт повторяет способности другого персонажа, он может заново активировать и дополнительный эффект этой способности. Например, повторно активировать навык главного героя, который способен еще раз восстановить цикл Эспера. Также во время остановки времени Хатори очищает эффекты контроля времени и получает иммунитет к подобным бафам. Лучше всего Хатори чувствует себя в командах через цветение, потому что ее усиление цветения позволяет цветкам продолжать атаковать даже во время остановки времени. Но при этом она не привязана только к одному типу команд и может использоваться в разных бурст-композициях. В целом, Хатори это персонаж с очень стабильным бустом и предсказуемой ротацией. Ты фактически всегда заранее знаешь, когда начнется ее следующий ультимейт и основной источник урона. Дальше подробно разберем ее оружие, экипировку, команды и то, как правильно выстраивать ее остановку времени в ротации. Теперь разберем оружие для Хатори. Лучший вариант для нее за пределы времени. Это ее сигнатурная дуга, и она идеально синергируется всей механикой записи навыков и остановки времени в ротации. Главное преимущество этой дуги – огромный упор именно в урон ульты. Она дает атаку, крит шанс и крит урон, и позволяет игнорировать защиту врага после накопления стаков. А получить эти стаки Хатори очень легко, потому что ее геймплей так строится вокруг постоянного использования скиллов. Именно поэтому это оружие остается ее лучшим вариантом практически в любой команде. Следующий хороший вариант это пух бесстрашия. Эта дуга дает большое количество атаки после использования ульты, а также дополнительный крит шанс. За счет этого она отлично усиливает короткое бурст окно Хатори сразу после активации остановки времени. Особенно хорошо она ощущается как более доступная альтернатива сигнатурному оружию. Если говорить про более фри-то-плей варианты, то самым рабочим считается забытые. Это единственная оранговая дуга, которая действительно неплохо показывает себя на Хатори. Она дает дополнительную атаку при поддержании высокого хп, что Хатори обычно может делать без особых проблем, благодаря своим бурст-ротациям и относительно короткому времени на поле боя. Также можно использовать дождь, сотрясающий мир. Эта дуга более ориентирована на космос урон и дополнительную поддержку через интенсивность цикла. Она слабее сигнатурки по чистому бурст урону, но все еще остается нормальным вариантом, если хочешь усилить команду генерации цикла Эспера. Теперь переходим к картриджам, модулям и статам Хатори. Лучший картридж для нее утраченное сияние. Этот сет идеально подходит под ее бурст стиль игры, потому что большая часть урона Хатори идет именно через ульту. Утраченное сияние увеличивает космос урон и дополнительно позволяет игнорировать часть защиты врага во время использования ульты.
За счет этого сет очень хорошо сочетается с ее сигнатурным оружием, которое тоже дает игнорирование защиты. Вместе они позволяют Хатори наносить очень высокие бурст урона во время остановки времени. Особенно сильно это начинает ощущаться на высоких уровнях пробуждения, где количество игнорируемой защиты становится еще выше. Теперь про консоли и модули. Консоль Хатори дает плюс 10% космос бонуса урона за каждый установленный модуль типа 3. Именно поэтому почти все ее сборки играются через тип 3 модулей. При полной сборке можно получить до 40% космос бонуса урона только от модулей, что очень сильно усиливает весь ее урон. И, собственно, вот так вот выглядит полностью правильно собранная консоль. Что касается основных статов, здесь приоритет выглядит так. Крит урон в первую очередь, так как у нее в консоли бонус именно к космос урону. И если у вас сигна, то вот именно крит урон будет в первую очередь. Если вы играете без сигнатурного оружия, то можно и даже желательно поставить именно крит шанс. Сабстаты. Крит шанс и крит урон в первую очередь в приоритете. Желательно, чтобы в каждом модуле был хотя бы один показатель, точнее оба из них. Крит шанс и крит урон. И если повезет, то уже бонус урона глобальный, атаку и интенсивность цикла. Главная цель сборки максимально стабилизировать криты внутри ульты, потому что практически весь урон Хатори сосредоточен в одном коротком бурст окне. Из-за этого стабильные криты для нее обычно важнее, чем попытка собрать максимально высокий крит урон. В целом Хатори очень хорошо масштабируется от космос урона, крит статов и игнорирования защиты. И чем сильнее ты усиливаешь ее установку времени, тем заметнее начинает раскрываться и весь ее урон. Теперь разберем лучшие дюбы для Хатори и порядок их прокачки. Первый самый сильный ее дюб — красочный финал. Это пробуждение значительно усиливает весь урон Хатори во время остановки времени. Бонус зависит от количества записанных скиллов, а в максимальном варианте может доходить примерно до 36% дополнительного урона. Поскольку весь геймплей Хатори строится вокруг правильного подбора окна урона, этот дюб дает ей самый заметный прирост силы и считается обязательным первым дюбом. Второй по приоритету — это время все забирает. Он позволяет Хатори дополнительно игнорировать часть защиты врагов во время остановки времени. А так как ее билд уже и без того хорошо масштабируется от игнора защиты через сигнатурку и через набор консоли, это пробуждение очень хорошо усиливает ее урон. Третий — всевидение. Этот дюб уже больше ориентирован на командный урон. Он увеличивает общий урон команды против одиночных целей, поэтому особенно хорошо показывает себя в боях с боссами. Четвертый — далекие воспоминания. Дает прямой бонус к урону Хатори во время остановки времени. Это просто стабильный ДПС апгрейд без сложных условий, поэтому он остается хорошим универсальным вариантом после основных пробуждений. Пятый — разрозненные реликвии. Позволяет быстрее восстанавливать ресурс для навыка и ульты после убийства врагов. Но поскольку эффект работает только в контенте с большим количеством противников, приоритет у него заметно ниже. И последнее — мгновенный взгляд. Это пробуждение сокращает ротационный цикл Хатори, возвращает часть ресурса после использования умения. Но из-за довольно долгого внутреннего кулдауна эффект ощущается не так стабильно, поэтому обычно его оставляют напоследок. Теперь разберем лучшие команды для Хатори и где она раскрывается сильнее всего. Лучше всего Хатори чувствует себя в командах через цветение. Главная причина в том, что ее усиление цветения позволяет цветкам продолжать атаковать даже во время остановки времени. Пока время остановлено и враги буквально заморожены на месте, цветки все равно продолжают наносить урон. Из-за этого окно, в котором Хатори наносит урон, отлично сочетается с персонажами, которые активно создают цветки, то есть используют реакцию цветения. Самая популярная команда выглядит так. Хатори.
плюс Эспер Зера, плюс Нанали, плюс Дзююань. В этой сборке, в этой команде Хатори и Зеро выступают как саб ДПС и генераторы ротации. Основной урон строится вокруг постоянного создания цветков и усиления реакции цветения. Нанали здесь отлично работает как главный ДПС, потому что ее высокая частота атак помогает цветкам постоянно активироваться даже во время остановки времени. Дзююань, в свою очередь, дополнительно усиливает цветение и дает очень хороший дополнительный урон через эффект прикрепления. Если Нанали нет, ее можно заменить на Минт. Минт слабее по урону, но она помогает стабильно вызывать цветки и делает команду более комфортной в АОЕ контенте. Также вместо Дзююань иногда используют Сакири. Она дает хороший баф атаки, контроль массы и открывает доступ к ожогу, что делает команду более универсальной. Но цветение не единственный вариант для Хатори. Она также может играть через диссонанс. Пример такой: Хатори плюс Дафодил плюс Аурелия и Сакири. Здесь Хатори уже не участвует напрямую в создании диссонанс реакции, но ее бурст окно отлично усиливается, когда враг находится в состоянии пробития. Аурелия в такой команде выступает как основной ДПС. Дафодил помогает активировать Нова и ожог реакции для диссонанса. А Сакири усиливает всю команду бафами. После того, как враг получает пробитие, Хатори выходит на поле боя и проводит свою остановку времени и наносит урон. Из-за этого диссонанс команды больше строится вокруг правильного тайминга ее ульты, а не постоянного урона, как в цветении. И теперь геймплей. Так как у меня нет Дафодил, я покажу команду через цветение. Это Зеро, Хатори, Нанали и Дзююань. Если нет Дзююань, можно поставить Минт, но здесь в идеале иметь именно два персонажа аниме. Во-первых, базово, вкратце, ее скилл при использовании начинает записывать умения персонажей. Саппорт умение — это когда мы переключаемся через цикл Эспера на другого персонажа. Это умение считается саппорт умением. И все умения других персонажей тоже. Здесь единственный нюанс только в том, что Хатори записывает три умения. И чтобы умения друг друга не перебивали, или не мешали друг другу, я вот покажу, как в ротацию играть персонажами. Первая скажем так, начало ротации будет, когда все персонажи с заряженной ультой. То есть, например, мы в поезде проходим подземелье, у нас уже ульты есть сразу. И вторая ротация будет, когда у нас нету заряженных ульт. Я вот до примера сейчас на мотоциклиста пойду. Наша цель в начале боя собрать цикл Эспера у Хатори, чтобы переключиться на Дзююань и активировать вот эти вот цветки. Также, как видите, над ХП у нее есть полоска, точнее не полоска, а 3 цветка. Эти цветки как бы показывают, сколько записано ли умение или нет. Играя за Хатори, нам желательно быстро, за 5 секунд после использования умения, успеть переключиться на другие персонажи и записать умения их. Только цикл Эспера заполнен, переключаемся на Дзююань, используем ее ульту, умение, переключаемся на Зеро, его умение, Нанали, ее скилл и ульта. В теории у нас должны быть записаны у Хатори ее, точнее она записала умения всех членов команды. Переключаемся на Хатори. Как видите, 3 цветка активны, используем ульту и наносим урон. И разносим все, что движется.
Таким образом. Опять собираем цикового эспера у Хатори. Умение. Джуюань. Если ульта не хватало сразу Зеро, его умение на Нали, ее умение. Ее ульта. И наносим урон пока что. Пока мы на Нали. Собираем ей цикового эспера, чтобы цветки успеть, когда мы переключимся, собрать. Переключимся на Хатори. У нас вот 3 цветка, как видите, уже. Опять теперь используем ульту. И наносим урон, собственно. И разносим босса.